Несколько недель назад Памела Лэтхэм вместе с семьей стояли возле своего дома, как вдруг они заметили непонятное животное, приближающееся в их сторону издалека. Изначально они даже предположить не могли, что это за зверь, но после были сильно потрясены, поняв, что это кот. Бедный кот выглядел так, будто его сбила машина или же он перенес жестокий бой с собакой. Простыми словами, состояние, в котором пребывало животное, было более чем душераздирающее. Памела осознавала, что оставлять живое существо на улице в таком состоянии нельзя, ему непременно нужно помочь, поэтому женщина впустила бедолагу в свой дом. Лэтхэм накормила кота и сделала для него удобное место для сна, чтобы та могла отдохнуть и расслабиться. Памела понимала, что здоровье животного оставляет желать лучшего. Надеясь, что еще не поздно, она бросилась с ним к ветеринару. Даже ветеринар был шокирован состоянием этого бедняжки, когда хозяйка привела его в медицинский центр. Ветеринар спросил у Памелы, что это за кот и откуда он у нее. Та дала подробное объяснение, сказав, что только вчера нашла его, поэтому еще не успела придумать прозвище. Любопытный ветеринар решил назвать его Батлкэт. Осмотрев питомца, опытнейший ветеринар пояснил, что животное мучается от огромного количества травм и болезней. Батлкэт страдал от колотых ран по всему телу, особенно на лице, которое вдобавок ко всему было еще чем-то заражено. Казалось, что целой тонны шерсти не хватает этому коту, он был покрыт клещами-блохами, имел разорванную барабанную перепонку и сильно опухшие глаза. Только медицинский работник верил в его полное выздоровление. Интересно, что никто не мог предсказать, насколько быстро это произойдет. Женщина вернулась домой с умирающим питомцем, чтобы продолжить его лечить, четко соблюдая наставления врача. Спустя несколько дней Батлкэт чувствовал себя намного лучше. Измученный кот был очень худым, когда его нашли, поэтому ветеринар посоветовал давать ему много еды и разрешать есть именно столько, сколько он захочет. Такой метод поможет животному набрать необходимый вес. Каждый день наблюдая за своим новым домашним животным, Лэтхэм стала замечать, как он начал поправляться. Женщина стала верить, что малышу удастся выкарабкаться из такого ужасного состояния. Батлкэт быстро привык к дому и к новым людям. Спустя 10 дней проживания в любящей семьей этот кот заметно преобразился, его внешность сильно отличалась от той, которую Памела и ее семья увидели первоначально. У меня были некоторые сомнения, что кот согласится на это, и я терпеливо ожидала. На сегодняшний день шерсть Батлкэта восстановилась только частично, поэтому кот все так же кажется лысым. Ветеринар сказал, что такое несчастье произошло из-за опасной инфекции, мучающей кошку последние несколько месяцев. Но надеяться все-таки нужно, и ветеринар призывал меня к этому. Рассказывает хозяйка. Радуясь, что кот постепенно набирается сил и хорошеет внешне, Лэтхэм решила дать ему официальное имя – Лазар, но все по-прежнему продолжали называть его Батлкэт, вспоминая ужасное прошлое питомца. Лэтхэм утверждает, что несмотря на все пережитые страдания, она считает этого кота самым ласковым и послушным из всех, которые когда-либо встречались на ее жизненном пути. Лазару по душе быть домашним животным, а его самое любимое занятие – кататься на машине хозяйки. Этот кот доказывает, насколько целеустремленными могут быть многие животные, когда вопрос касается выживания и счастливой жизни. Он такой хорошенький. Это самый скромный, спокойный, ласковый и послушный кот, говорит хозяйка. Большая часть людей при виде Батлкэта просто закрывали на него глаза, совсем не веря, что он может восстановиться. Кот знал, что он заслуживает шанса на счастливую жизнь. Лазар с каждым днем становится все крепче и дружелюбнее. Его новая мама никак не может дождаться, когда Батлкэт полностью выздоровеет и ослепит своей красотой каждого встречного. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.